Всем привет! Президент России Владимир Путин заявил, что власти страны не позволят производителям и продавцам бензина задирать цены, но и не будут их искусственно занижать. Я уже это где-то слышал. 2004 год. Почему у нас за год в 1,5 раза поднялись цены на бензин, возмутился Путин. 2005. Мы должны выходить на реальные цены на бензин. 2006. Путин обеспокоен скачком цен на бензин. 2007. Проблем с возможным ростом цен на ГСМ, с которыми мы сталкивались в предыдущие годы, быть не должно. 2008. Путин против спекуляционных цен на бензин. 2009. Путин недоволен ростом цен на бензин. 2010. Нужно оперативно реагировать и следить за ростом цен на бензин, считает Путин. 2011. Путин хочет снизить акциз на высококачественный бензин. 2012. Путин пообещал разобраться с высокими ценами на бензин. 2013. Путин потребовал вернуть цены на бензин на уровень 2012 года. 2014. Путин считает, что в России цены на бензин слишком высокие. 2015. Путин заинтересовался ценами на бензин. 2016. Путин предложил упразднить транспортный налог. 2017. Путин просит Роснефть снизить цену на бензин. 2018. Путин удивился росту цен на бензин. 2019. Путина предупредили о дефиците бензина в 2024 году. 2020. Президент требует обязательно снизить цены. 2021. Путин просит снизить акциз. 2022. Президент поражен ростом цен. Я вот давно хотел себе видеорегистратор. И вот сегодня взял рупорное комбо-устройство iBox F5 LaserScan Wi-Fi Signature Dual. Мне дали 3 года цифровой гарантии. Это лучшее мое приобретение за последнее время. Есть возможность подключения камеры заднего вида с ассистентом парковки. Также это устройство отличается от конкурентов съемкой 60 кадров в секунду, углом обзора 170 градусов и 2 видами крепления к стеклу. Есть обновление прошивки и копирование видеофайлов по Wi-Fi, а не через провод, что очень удобно и экономит ваше время. Антибликовый фильтр в комплекте значительно улучшает качество записи, освобождая картинку от бликов. Также уникальным в устройстве является функция Type-C Dual Sync, позволяющая подключать камеру заднего вида и питания в один разъем. Сильная сторона устройства – модернизированная рупорная антенна с улучшенным функционалом. Технология LaserScan позволяет детектировать с большого расстояния новейшие маломощные радары 2023 года. В общем, это очень долгожданное и полезное приобретение. Кого тоже заинтересует это комбо-устройство iBox, переходите по ссылке в описании и узнавайте все подробности, а мы продолжаем. Путин требует снизить цены на бензин. Ни в коем случае нельзя позволять производителям, продавцам и посредникам задирать цены, и это совершенно очевидно. Цены должны быть экономически обоснованы, сказал Путин. И когда у него спросили, почему бензин дорожает на фоне снижения цен на нефть в мире, он ответил, что такая ситуация связана со многими факторами, в том числе внешней конъюнктурой. Если у нас свободный рынок, то мы принципиально не можем держать свои цены по-другому, чем в соседних странах. Иначе нам нужно будет просто создать железный занавес. При этом цены в России на бензин и без того ниже, чем в ряде государств, что ведет к вызову топлива за границу. Поэтому если мы хотим, чтобы у нас все не утащили, то надо и внутри страны держать определенный уровень, сказал Путин. А на этом все, друзья. Подписывайтесь на канал и не теряйтесь.